Сегодня очередной выпуск новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сотрудники антикоррупционного комитета совместно с органами полиции завершили крупнейшую операцию по поимке особо опасных преступников, которые в течение последнего месяца совершили нападение на руководство антикоррупционного комитета. А именно на супругу и дочь главы антикоррупционного комитета Никиты Сергеевича Михалкова, на товарища Бастрыкина и на министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. По данным антикоррупционного комитета и Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным, в нападениях были задействованы более 13 человек. Все они на данный момент задержаны и дают показания. Более того, как говорит Александр Иванович Бастрыкин, на данный момент известны не только исполнители, но и заказчики преступлений. Однако их имена пока не разглашаются в интересах следствия. Известного игрока интеллектуальной программы «Что, где, когда» Илью Новикова признали инагентом и осудили на 8,5 лет за распространение недостоверной информации о российских властях и спецоперации. Команда Никиты Михалкова продолжает открывать бесплатные социальные проекты, направленные на улучшение уровня жизни пенсионеров по возрасту. Совсем недавно в нескольких городах Российской Федерации были открыты бесплатные пункты выдачи продуктов для пенсионеров по возрасту. Ну а сегодня утром стало известно еще об одном нововведении. В городах Кемерово и Тольятти были открыты бесплатные парикмахерские и салоны красоты для пенсионеров по возрасту. Теперь любой желающий пенсионер по возрасту, проживающий в данном населенном пункте, может посетить салон красоты и провести косметическую процедуру на бесплатной основе. Если данное нововведение придется по душе пенсионерам по возрасту, то команда Никиты Михалкова планирует открывать подобные салоны красоты и в других городах Российской Федерации. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько новостей криминального характера. Сегодня утром трагически погибла родная сестра известной советской и российской актрисы Нонны Мордюковой Татьяна. Тело 75-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в ее собственной квартире в Москве на улице Тверской. Предварительная причина смерти – отравление. На данный момент ведется следствие и выясняются причины трагедии. К слову сказать, что сама актриса Нонна Мордюкова скончалась еще 16 лет назад, 6 июля 2008 года, в возрасте 82 лет. Участником крупного криминального скандала стал известный советский и российский певец Олег Газманов. По данным антикоррупционного комитета, Олег Михайлович проведет в камере временного задержания минимум 3 дня. Причиной трагического происшествия и ареста Олега Газманова стал скандальный коммерческий бизнес его пасынка Филиппа Газманова. Стало известно, что Филипп Газманов на протяжении почти 3 лет вел незаконный коммерческий бизнес, связанный с недвижимостью на территории России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако все документы на данную риэлторскую компанию были оформлены на Олега Михайловича Газманова. Спустя время стало известно, что коммерческий бизнес, связанный с недвижимостью семьи Газманова, работал с грубейшими правонарушениями и длительное время не платил налоги. К тому же несколько тысяч граждан обратились в полицию и пожаловались на недобросовестную работу риэлторской компании Филиппа Газманова, что они якобы отдавали деньги, а взамен не получали квартиры. На данный момент Олег Газманов находится в камере временного задержания, а Филипп Газманов в следственном изоляторе города Москвы примерно до 1 сентября текущего года, когда начнется судебное разбирательство. Жертвой трагических происшествий стал член антикоррупционного комитета и известный советский и российский актер Сергей Никоненко.
2 дня назад при таинственных обстоятельствах у Сергея Петровича сгорела загородная дача в Подмосковье. При трагедии никто не пострадал, однако были уничтожены важные документы о антикоррупционной деятельности, которые хранились на даче Сергея Никоненко. Руководство организации считает, что данное преступление было связано с профессиональной деятельностью известного актера. Сергей Никоненко работает в антикоррупционном комитете с января текущего года и на данный момент занят антикоррупционной проверкой в городе Саратове. Команда Никиты Михалкова при участии товарища Бастрыкина продолжает арест депутатов Госдумы, которые совершили незаконные правонарушения. На этой неделе были арестованы 2 депутата – Валерий Грачев и Сергей Субботин. На данный момент в следственных изоляторах города Санкт-Петербурга и Москвы уже находится 64 депутата Госдумы, которые обвиняются в тяжелых правонарушениях. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня рано утром в городе Волгограде трагически погибла известная советская и российская певица 90-х годов Светлана Лазарева. Причина трагедии – несчастный случай. Светлана Лазарева выпала с балкона 5-го этажа жилого дома, в котором и проживала. На балконе, где произошла трагедия, были обнаружены спиртные напитки. Что именно стало причиной трагедии, на данный момент выясняет полиция. Светлана Лазарева получила наибольшую известность в 90-е годы прошлого столетия. Исполняла такие музыкальные хиты, как «Лавочка», «Мама» и многие другие. В разные годы своей музыкальной карьеры она вела программу «Утренняя почта» и «Прямой эфир». Еще одна трагическая новость. Вчера вечером в центральную больницу города Москвы в реанимацию с сердечным приступом была доставлена вдова известного советского и российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Состояние здоровья 75-летней женщины диагностируется как тяжелое. Вчера на Ваганьковском кладбище столицы прошел День памяти легендарного советского поэта, актера театра и кино, автора и исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого. Владимир Семенович Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. И вчера исполнилось 44 года со дня смерти легендарного артиста. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.